Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто же вас любит? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями. Итак, давайте-ка еще продолжим с вами знакомиться. А напишите, пожалуйста, какой у вас любимый фильм, художественный фильм. Напишите в комментариях. Итак, смотрим, в каких энергиях вы сейчас пребываете. Вы знаете, вы настолько как-то сейчас стали такой, ну вот неприступный, что ли, почему-то это слово мне идет, да, вот вы то ли так в оборону стали, вот давайте уточним, почему, вот как-то вы то ли закаленные жизнью стали, так, да, вот я бы сказала, вот из-за женщины, из-за обмана женского, вот вы стали более жестче, более такой закаленнее, более, ну, я бы сказала, вот как говорят, знаете, язык как лопата. То есть вы и острый на язык стали, вы сейчас можете дать отпор, если раньше вы, допустим, могли... ну как, смолчать, да, вот в каких-то ситуациях, проглотить какую-то обиду. Вот сейчас, вот после вот этих вот перипетий у вас был обман от женщины. И сейчас вот после того, как вы пережили вот это состояние обманутых надежд, разбитости и так далее, вот вы стали более жестче, вы стали более такой вот, ну в оборону что ли стали. Плюс у вас еще проигрывается, знаете, что несмотря ни на что, вот вы не можете забыть прежнюю женщину. Это может проигрываться даже в том, что вот когда вы знакомитесь с другими женщинами, допустим, вы все равно сознательно, либо подсознательно, но вы все равно продолжаете сравнивать. Вот сравнивать с бывшей женщиной. Это, в принципе, нормально, когда еще не отпустил из души и сердца. Ну вот как-то вот, знаете, позитива я не очень-то вижу сейчас в вашей жизни. Плюс еще смотрите, вот вы сами себе выносите мозг периодически. Вот есть такая у вас черта характера, вы можете себя накручивать. Причем накручивать по поводу и без повода, вот какой-то вот пессимистический больше настрой. Когда-то вы были, да, вы были более бойким, более активным, более инициативным. Сейчас вот как-то у вас, как будто, знаете, высосали все жизненные силы, какой-то упадок сил. Это может еще проигрываться из-за, допустим, тяжелой работы физической. Это может проигрываться из-за длительного стресса, если тем более вот недавно вы разошлись, кто недавно разошелся, ну, либо же относительно недавно. Длительное состояние стресса, оно ведь бьет по всему, и по всем органам, по системам всем, да, и по сну. Вообще психоэмоциональное состояние тогда такое вот упадническое. Так. Причем еще может проигрываться, что ваша бывшая периодически вас достает. Вот с какими-то вопросами, да, это могут быть либо же денежные вопросы, либо там дети, еще какие-то решения вопросов и проблем. Ну, то есть, вот когда она появляется, ну, такое ощущение, что она вас выбешивает своим появлением. Несмотря на то, что, да, какая-то еще ностальгия в вашей жизни присутствует. Плюс даже вам хочется уже новой жизни. Вам, знаете, уже поднадоело вот это состояние тоски, страданий. Хочется что-то делать, уже как-то войти в будущее, войти в новые отношения. Но не очень получается у вас вот создать и новые отношения, потому что, ну, как бы я не вижу у вас рядом женщины постоянной. Не очень-то у вас и складываются даже, я бы сказала, романтические отношения, вот эти вот даже одноразовые. Либо же вы брезгуете, ну, так воспитаны, что для вас это все не то, да, вот вам реально, вам нужна настоящая любовь, вы верите в любовь, вы ищете любовь, но так еще очень робко-робко, да, вот еще вы не готовы рвануть навстречу новой любви, еще не в том вы состоянии. Давайте-ка посмотрим теперь, какая женщина
пожаловала на наш расклад, да? Кто же вас любит? А знаете, вас любит женщина, которая была вашим прошлым. Это женщина из прошлого. Но это не та, которая жила с вами. Это другая. Это немного не та. Та, которая вот из ваших отношений, это совершенно другой экземпляр. Это фифа вся из себя. Это очень любящая денежки. Это манипуляторша. Это не то. Это женщина, от которой... Вот вы либо ушли, ну, это могло быть, в принципе, и она могла уйти от вас, да, ну, то есть какое-то расстояние, вот уход был. Кто от кого, это уже не столь важно, но это мог быть либо же какой-то роман по молодости, мог быть роман, ну, уже в более свежем, ну, не свежем, а в более зрелом, вернее, возрасте. То есть... У вас были какие-то вот либо же романтические любовные отношения, да, у кого-то это левак был, грубо говоря, либо же вы реально были вот с ней, да, какой-то период. Расстались вы, ну, не очень хорошо, вот вы как-то поссорились, пободались, может быть, спор какой-то был, да, давайте уточним, вот из-за чего. Из-за чего? Скорее всего, вот скорее всего, вам не понравилось вот ее отношение к вам. Вот вы с ней пообщались, да, но потом она что-то такое сделала, что то ли это разочарование было, то ли это был какой-то, ну, не очень хороший поступок этой женщины по отношению к вам. Поэтому вот вы с ней так разошлись, как в море корабли, да, кто от кого, это уже не столь важно, тем более, что это общий расклад, будет у каждого по-своему проигрываться. Какой-то период после вашего расставания, причем это было по судьбе, вот так было суждено, что какой-то период вы будете, ну, были с этой женщиной, потому что это из прошлого ваша женщина. Какой-то период она очень сильно страдала, вот она реально вот переживала за вами, страдала. У нее был такой своего рода тупик, потому что она реально была в вас влюблена. Эта женщина, ну, по-искреннему вот относилась к вам. Пусть она вас, может быть, застраивала, она с характером. Эта дама такая не очень простая, вот это из прошлого, я имею в виду ваша женщина, но не бывшая, это не жена. Она переживала очень сильно, потому что вот вы расстались. Она была вот какой-то период вообще без отношений, без никого. Она обозлилась даже на всех мужчин вокруг. Она никого не подпускала. Это такой был период затишья вообще у нее в личной жизни. Потом она взяла себя в руки. Она расцвела и решила идти дальше по жизни, да, я уже вам как сказку на ночь рассказываю. Хотя вот смотрите, вы расстались с ней, и ей было безумно больно и одиноко, вот именно одиноко, потому что вот, да, ей попадались и другие мужчины, она заводила новые знакомства, она пыталась строить отношения, но все было не то и не так, потому что она всех сравнивала с вами. Теперь вот смотрите, она вот как будто вот, ну, интуицией, чуйкой, да, вот почувствовала, что вы еще будете с ней вместе. И в принципе, да, так и случится. Через какое-то время у каждого будет это абсолютно свой период, вы с ней пересечетесь. Причем вы оба пересечетесь, когда вот и ей будет плохо, вот какая-то у нее именно от мужчины исходит вот травма, такая психотравма, предательство, либо же обман. Вы сойдетесь вот именно на этой почве, да, вот вы случайно с ней пересечетесь и начнете общаться снова. Женщина, которая, она, когда начнет заново с вами общаться, вот, да, спустя там годы, может быть, у кого-то месяцы, она поймет, что она до сих пор вас любит. Несмотря на то, что она пыталась и личную жизнь устроить, да, и у вас своя была личная жизнь, но вот она считает вас своим судьбоносным человеком. Вот она снова попытается построить с вами счастье, и она будет больше даже проявлять инициативы к вам. Потому что вы как-то, ну, не очень так будете действовать. Почему?
Но еще состояние не то у вас будет. Да, она будет вам безумно нравиться, она будет вас привлекать и внешне, и характером. Вот она вас просто укротит, да, вот укротит. Она найдет к вам подход, но еще вы не вышли из состояния вот этого недоверия, состояния какой-то опаски, да, а вдруг не получится, а вдруг предадут, а вдруг еще что-то, да. Ну, то есть вы с этой женщиной попытаетесь войти второй раз в одну и ту же воду. Опять же говорю, это женщина из каких-то ваших либо отношений временных, какой-то роман, да, такой скоротечный. Это может быть, кстати, даже женщина из вашей молодости. Она могла быть даже еще до бывшей вашей. Это женщина реально из далекого такого вот прошлого вашего. Поэтому, знаете, вот она поняла, что она до сих пор не может вас забыть. Вот вы тот мужчина, который ей нужен, потому что вот вы даете, ну и давали, да, вот поскольку и раньше вы общались. Вы ей даете вот настолько вот какую-то надежду, да, надежду на стабильное будущее. Вы даете и давали ей, да, надежду на то, что она будет с вами вот защищена, вот как с мужчиной, да, и по финансам, и вообще там, я не знаю, жильем обеспечить, едой обеспечить. То есть, вот как я говорю, всегда женщины чувствуют сильных, стабильных мужчин. Вот от некоторых мужчин, ну, прямо веет какой-то надежностью, да, вот хочется прям под крылышком укрыться, чтобы он как-то вот обогрел, защитил. Вот от вас исходит такая энергетика, поэтому она вот не смогла вас забыть. Спустя даже там месяцы, годы, у всех по-разному это будет. И она, знаете, она на самом деле очень обрадовалась, что ваши пути снова пересеклись. Вот она с удовольствием будет с вами входить в эти новые отношения, хоть это и повторно, хоть и говорят, что второй раз уже нельзя, да, что разбитую чашку не склеишь и так далее. Ну, в принципе, у вас довольно неплохая карта падает. Да, у вас у обоих есть сомнения. Ну, будут, вернее, да, мы смотрим на будущее. У вас у обоих есть страхи, у обоих есть за плечами вот этот период расставаний, переживаний. То есть, в общем-то, у вас есть вот эти общие точки соприкосновения, да, вы сможете стать друг другу надежной такой поддержкой и опорой в тот же сложный период, да, у каждого это свой период будет. Вы станете друг для друга, знаете, вот тем трамплином, из которого вы вот как бы выпрыгнете в новую счастливую жизнь. Потому что с этой женщиной, вот, которая вот до сих пор вас любит, да, с которой был когда-то там роман, либо же это может быть даже из юношеских, из студенческих каких-то времен женщина. Но тем не менее, вот вторая попытка у вас будет довольно неплохая. Хоть и говорят, что второй раз нельзя в одну и ту же воду войти, но у вас, в вашем случае, в принципе, все будет довольно неплохо. Поэтому, ребята, не раскисаем. Есть у вас и тайная поклонница, которая вас любит, да, спустя вот время, спустя месяцы и годы. В вашу жизнь обязательно придет то счастье и любовь, которую вы так ждете, и все у вас будет хорошо. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!